просматривал архивы и, как говорят, накатило вспомнить первые свои движения к здоровью, к реабилитации. Как встретился с другом, был удивлен. Он сильно видоизменился за те несколько лет, которые мы не виделись. Ну и очень сильно похож на Деда Мороза. Поэтому приятно было искупаться в сентябре месяце в Балтийском море, осознавая, что друг тоже решился. И на сегодняшний день он свободно реагирует на холодную воду. И мне приятно, что у меня как бы жена, друг, уже почти коллектив. Как говорят, один белорус – это воин, два – это уже партизанский отряд. А у нас соединение, тем более и друг, и жена, и я, в общем-то, по отцу все белорусы. Я рожден, правда, на Украине, в Донецкой области. И я люблю место своего рождения. Считаю это также своей родиной, потому как я родился в те года, когда была родина у нас очень огромная, от Дальнего Востока до западных границ с Польшей, Венгрией, Румынией и так далее. И Молдова была СССР, и кумовья у меня из Молдавии. И поэтому накатило, и я решил, смотря на эти кадры, конкретно поделиться с вами своими впечатлениями. Ну, заодно я выставлю это короткое кино, оно не такое длинное, в триллер своего канала, чтобы люди, которые заходили, понимали, что человек, который им стал интересен за какого-либо кинофильма, вот он такой и есть. Потому что я был и в Фейсбуке, я был и в Инстаграме. Я был длительное время в ТикТоке, вел там стримы, встречался с людьми. И даже вот этим летом, прошлым, которое было, я встречался с ребятами, с которыми познакомился в ТикТоке. Они из Нарвы. И они в свое время, их очень увлекала тема плоской земли. Поэтому, как бы, встретившись, ну, это жизнь, это так интересно, так весело, тем более, когда молодые люди изучают такие глобальные темы, как плоская земля, колпак над землей, создатель и так далее. Многие в свое время обращались ко мне, а теперь я сам обратился к себе, потому что долго не мог решить определенную проблему. Ну, проблема простая. Вы видите, я тоже не мальчик с пальчик. То есть тоже в теле мужчина, в самом рассвете сил и так далее. Ну, правда, поковыренный, немножко порезанный, зашитый. И, в общем-то, я хочу вернуться к тому состоянию, в котором я был. Поэтому свое лечебное голодание я опять буду применять на себе, но уже с, как сказать бы правильно, но уже с поправками на медикаменты, на дисциплину их приема, с дисциплиной остальных других вещей. То есть процесс для меня, скажем, энергоемкий. 3 года после трансплантации – это не так много. Поэтому я как бы решил, просматривая ностальгические такие варианты, видя и вспоминая те видео, которые я общался с этими людьми, писал, которые будут далее. То есть люди с ограниченными возможностями. И в таком позитиве такого добились, что, скажем, мне уже нефиг нефиг лентяйничать. То есть молодежь такая, с такими травмами, и, извините, себя восстанавливает сама вот эта девочка. Я специально показываю
данные, то есть заинтересуетесь, можете в ТикТоке посмотреть ее историю, почитать. Симпатичная, миленькая, и она себя подняла. А следующий будет парень, у которого нет ног. Но вы не обратите, вы даже не заметите. И его бросила жена с ребенком, кажется, с ребенком или даже с двумя. Он не в аварию попал, а попал он, дай бог памяти, ну, вот тут видно конкретно. Вы тоже можете его найти в ТикТоке. Я преклоняю колено перед такими людьми. И мне стыдно быть другим, потому что я считаю, что я каким-то маленьким боком принадлежу к ним. Потому что столько операций, сколько мне сделали, я имею в виду на грудной клетке или на старом сердце, к примеру, и я жив, значит, меня тоже, как и этих ребят, оставил Создатель на земле для того, чтобы я мог передать это людям каким-то образом. Будучи консультантом по правильному питанию, я думаю, я справлюсь с этим. То есть до Нового года, до 26-го года я был 107,6 килограмма. На сегодняшний день я промолчу. У меня в плане серьезно сбросить вес и как бы восстановить некоторые потерявшие функции своих, так сказать, конечностей. Вот. И вернуться в нормальное русло жизни. Невзирая на все то, что происходит в мире. Буратино, конкретные Буратино. Но Буратино-то не злой был. А эти, я даже не знаю, как их назвать. Кучка людей, не любящих людей. Я не знаю, дегенераты. И все у власти. Я не буду перечислять фамилии, не считаю нужным марать свой язык об их имена. Но когда посмотришь всех во главе государств Западной Европы, к примеру, то начинаешь сомневаться, вообще они люди или нет. Восточные правители, буду так называть, без имен, но они хоть здраво рассуждают. То есть они не говорят бред, который не понимает никто. Только их может понять, их бред только тот, кто такой же бредовый. А вода какая у нас? Ой, это город Хапсалу, это не озеро, это как бы прудок такой. Ну не прудок, это запруда. Она соединена с морем, дамбами. Здесь разводили рыбу в свое время. Но в 11-м, кажется, или в каком-то году был шторм и большой. И у нас было наводнение. И вся рыба частично уплыла. Вот. Но дамба работает, и здесь вода чисто, его почистили до плиты известковой. И там и щуки, и караси, и карпы есть. Они перекрестились с карасями и стали метизами. То есть с виду вроде как карась, но костей почти нету. И другая мелкая рыбешка есть. У меня дядька, мой дядька родной, выловил со своей женой пару таких экземпляров там в пределе 3,5 килограмм метизов этих. Очень вкусная рыба и так далее. Ну вот, я начал свой вариант. Многие пока подводят. Вес, конечно, у меня солидный. Я думаю, вы все это видите. Но тяжело в учении, легко в бою. Поэтому как бы меня друг снимает, жена снимает. Вот. Я встретил на берегу женщину. Ну, я ее знаю. Не так близко, просто здороваемся. Город небольшой, 10 тысяч населения. Но ей 70 лет. И она говорит, я всегда градусов до 10 каждый день прихожу и купаюсь, я недалеко здесь живу. Вообще я был удивлен, в Хапсалу пошло какое-то веяние на холодное купание. Ну, скажем, я это приветствую. В свое время я купался, прячась от людей.
ну, где-то с 7 класса. А сейчас, я смотрю, прятаться не надо, то есть никто не обращает внимания, никто не ойкает, не айкает. Кто приходит, то же самое, раздевается и купается. Набережная оборудована. Сейчас в том году не было раздевалки, а в следующем, вот в этом, в котором мы были сейчас летом, поставили раздевалку, дополнительные лавочки и так далее. И потом вот мы идем и смотрим, как люди идут с купания. То есть не я один там был. Ну, а тут жена со мной идет. Но купаться она как бы еще тогда не купалась. Это, если я не ошибаюсь, это первый год после трансплантации. Это, значит, 23-й, наверное. Я у нее спрашиваю, мы шутим. И вот подходим к месту купания. Вот, она только снимает. Ну, смотрит и красоту наблюдает. Но она еще не настроилась в тот момент. Зато в следующем году, в 24-м, она меня удивила, поддержала. И по сей день она в первых рядах. Вот. А я поплыл. Оба! Но голову я не мочу. И я не купаюсь для того, чтобы кого-то удивить. Я кратковременно в холодную воду для того, чтобы стимулировать организм. Так как мне нельзя повышать иммунитет, я умею его повышать, употребляя даже таблетки. Я стараюсь не злоупотреблять доверием докторов, которые мне сделали такую сложнейшую операцию. И еще плюс 5 к ней. И поэтому я первоначально ежедвухнедельно у меня кровь брали на анализ содержания токролимуса и целэля. То есть это 2 препарата, которые против отторжения органов после трансплантации. А сейчас, в данный момент, 3 месяца у меня интервал. У меня набор таблеток, все как положено, по времени. 12 часов разница между приемами. Ну, так как я встаю пораньше, то я успеваю зарядку сделать, и в другой раз и пройтись. Чаю не пью ни с чем, а пью просто воду теплую. А потом где-то через полчасика там позанимаюсь. Я ж на курсы на гитару записался, поэтому посижу, попадаю по по струнам, вот, а потом подхожу и уже жену тормошу, и мы начинаем что-то типа завтрака. Она кофе с лимоном там или с медом, а я или цикорий, или чай. Бывает, что и кофе пью. Но вначале проверка давления, там весь самоконтроль, самочувствие и так далее. Если хорошая погода, хорошо себя чувствую, то я иду гулять. А она на свой круг, она до 10 тысяч шагов проходит за одну прогулку. Я так не рвусь. 3 километра, если прошел, это уже хорошо. Бывают такие скачки и на 4, и на 5 километров. Ну, я сам себя хвалю, глажу по голове, говорю: Сережа, ты молодец, давай. Тебя, так сказать, любят, поддержат, и тебе повезет. На этом я с вами попрощаюсь. Думаю, что если вам не очень интересны мои реабилитации, пишите, что интересно. Я и готовлю, и путешествую, и рыбалку люблю. То есть вообще я жизнь люблю. Поэтому и люблю людям помогать, поэтому в моей биографии это тоже не последний пункт. Правда, с моих знакомых, близких и пациентов 2 человека ушло. Буквально ноябрь и сентябрь. 2 самых почти старых, которые после того, как попали ко мне, 9 лет они прожили полноценной жизнью. Всего хорошего. Надеюсь, вам мой триллер зайдет, и вы поймете, чем я занимаюсь, а не только готовкой. Приятного просмотра!